Вот нам интересно, насколько сегодня силен Денис Цыпленков. Могу жестче. Также нам хотелось бы узнать, какие гонорары сейчас в лиге WAL. Сначала меня не устроило, но нет, в любом случае они согласились на мои условия, потому что, как ни крути, они меня давно ждали. Ну и, конечно же, всех волнует вопрос, насколько реально силен за столом для Арма Ларри Уилс. Я на этот поединок так смотрел чуть-чуть с точки зрения все-таки тренировочного процесса. Важных и сложных вопросов у фанатов армрестлинга накопилось очень много. Ну а железный рейтинг нашел место, где одним махом можно узнать ответы на все из них. Мы попали к Сергею Токареву на день рождения. И здесь арм-тусовка крутая. Здесь сейчас армрестлеры борются. Что происходит? Борьба неожиданная сейчас будет. Что, он опять девчонок обижает? Да, сейчас подожди. А ну ты девочек обижаешь, иди сюда. Ну что, Сергей, расскажи, каково это, когда тебе 39 лет? Намного лучше, чем 38. Но по сравнению с 40 пока не знаю как. В свое время он был вообще крутым парнем. Сейчас, конечно, чуть-чуть сбавил обороты. Постарел, но зато такие движухи делают ради своего дня рождения. Всех армрестлеров собрал, все-таки крутая движуха. Сергей, тут говорят, что ты уже не торт. Нужно срочно что-то с этим делать. Все, я начал тренироваться потихонечку, мы разгоняемся, то есть все идет, все нормально. То, что было заложено в Латышино, не пропало? Нет. Видишь, все как бы потихонечку, маленькими шагами, ребята не дадут соврать. От тренировочки к тренировочке потихонечку. Еще, конечно, не та форма, которая была когда-то, но уже ближе и ближе с каждым разом, с каждым днем тренировок. Кто смотрел наш выпуск про турнир в Латышино, помнит, что Сергей дал клятвенное обещание вернуться в соревновательный арм. И именно поэтому мы надеемся увидеть его в числе участников ближайшего злотого тура. Где, кто знает, может выступить и Георгий Таутиев. Ну а может и не выступить. Георгий, отвечай прямо. ВАФ или ПАЛ? Сразу. ВАФ. ПАЛ? Какой в итоге выбор сделает Георгий, мы узнаем позже. А сегодня он продолжает тренироваться, а главное, продолжает постигать науку врачевания. Я научился снимать коронарографию сам. Вот что здесь скажешь? Умный мальчик. Хотя и простые человеческие радости Георгия тоже волнуют. У нас, мы работаем 3 осети на нас. И мы мечтаем... В Москве мы мечтаем о шаурме осетинской и о пирогах. И как я приеду, наверное, первым делом я поеду, закажу себе шаурму. А вот мы скажем тебе, Георгий, что настоящие осетинские пироги сегодня можно купить и в Москве, и даже в Петербурге. Для этого нужно лишь заглянуть в магазины Метро. И вопрос решен. Хоть с мясом тебе, хоть со свеклой. Мы с Вадимом Акперовым уже закупились. Даже Дмитрия Жемаркина успели угостить на съемках. Вадим и сам поднабрал на пирогах. Теперь не в каждую дверь может пройти. Сегодня у меня официальный образ Камня. Вадим Камень. А все потому, что осетинские пироги – это сила. А вот чем подчивали в Дубае Ларри Уилса, что он смог забороть Ларата, мы не знаем. А было бы интересно узнать. Ну о рукоборцах заморских мы поговорим чуть позже. А сейчас мы лучше расскажем вам про наших парней. Про того же Дениса Цыпленкова, ну или Вадима Акперова. Хотя почему только про парней? Мы можем и про девчат. Иру гладко увидел. О чем прежде всего спросил у Ирины? Я ее не спрашивал ни о чем, я сказал, что она кошка. Она опять такая ходит вся плотная. На умничках таких, знаешь. Вот. Ну, Георгий, она имеет право. Ведь не нас с тобой, а именно ее пригласили за океан выступать в шоу лиги WAL. Условия вы проговаривали? Да, безусловно. Тебя все устроило или ты подверковалась? Сначала меня не устроило, но нет, в любом случае они согласились на мои условия, потому что, как ни крути, они меня давно ждали. Но это хорошие деньги? Это, скажем так, для армрестлинга это неплохие деньги. Я не могу, честно скажу, озвучивать сумму, потому что это под запретом, но неплохие деньги.
Так вот, если бы не коронавирус, то мы бы давно бы с вами обсуждали перипетии борьбы Ирины со шведкой Малин Кляйнсмит. Соперник шведка, с которой я довольно-таки часто встречалась на чемпионатах Европы, чемпионатах мира, но были моменты, я, конечно, и проигрывала, но и выигрывала. То есть хорошая соперница? Да, хорошая, то есть не мешок. На какой период все перенеслось? Сказали, что в этом году точно нет, на следующий год. Но пандемия внесла свои коррективы не только в спортивные планы Ирины Гладкой. Из-за закрытия границ полноценным москвичом стал рукоборец из Армении Давид Дадикян. Домой у него так и не получается попасть. Он стал заложником ситуации, конечно. Но, может быть, это как-то правильно. Конечно, правильно, Денис. Ведь за время своих московских каникул с каждой новой тренировкой Давид становится все более и более опасным соперником для Джона Брезенко. Ну скажи, будет тяжело Джона Брезенко? Нет. Ему не будет тяжело. О чем разговаривал с Алексом? С Алексом? Когда я прилетел здесь, мы боролись, мы обсуждали, как лучше бороться с Джоном. Мы решили сделать кое-какие упражнения, которые я не делал вообще. И с Денисом он мне всегда подсказывал. За 3 месяца, как я здесь уже нахожусь, я начал поделать, неважно, этот день крюка или верха, я всегда начал делать эти упражнения. И Алекс сейчас говорит, у тебя это место стало настолько жестким, что я не ожидал такого. Слава богу, мне это порадовал. Я раньше не боролся с ним, но он очень достойный. Да, очень классный. И прям вытаскивает. Чего нужно опасаться в поединке с Брезенко? Джоном? Но я думаю, надо больше внимания уделить пальцам, наверное, даже. Не кисти, а, наверное, пальцам. Я думаю, что если Джон вопьется, то будут проблемы. А так в крюках, мне тяжело судить. Не знаю просто, в какой сейчас Джон в форме. Кстати, на следующий день после вечеринки у Сергея Токарева мы заглянули в гости к другому Сергею, Богословову, и договорились с ним о спарринге с Давидом Дадикяном. Будет интересно проверить, насколько работают фишки от Алекса Мунджишвили. Задача не стоит, выиграть Брезенко. Я попросил ему, чтобы он совершенствовал себя. Когда он будет совершенен, он не Брезенко выиграет, и кого хочешь. Акцент кисть? Нет. Все вкупе, все. И кисть, и бок, и верх. Все. Я понимаю, что это сложно. Как так? Он тоже сопротивляется, что у человека должен быть одно хорошее, вверх-вниз. Нет. У спортсмена должно быть все, и вверх, и вниз сильный. Но есть прогресс? У него есть прогресс. И у него есть данные того, что он может бороться в середине. В середине это называю я, что он может бороться и как в крюк, так и вверх. Я желаю ему успехов в этом деле. Алекс, между прочим, и сам здорово изменился. А все потому, что бросил курить и начал регулярно тренироваться. И как итог, с 78 килограммов, а именно таким вы видели его за рулем многоосного МАНа, он набрал хорошо за 90. Все что? Команда зеленая. Замучили. Ну а теперь давайте узнаем, насколько же все-таки силен Ларри и как дела с формой у Дениса Цыпленкова. Начнем с героя Заморского. Итак, недавно на канале Ларри вышел видеосюжет о его спарринге с Девоном Лоратом. И скажем так, в этом противостоянии Лорату было очень непросто. Вот в чем здесь подвох? Я на этот поединок так смотрел чуть-чуть с точки зрения все-таки тренировочного процесса. То есть Лорат чуть-чуть, видимо, дал возможность Ларри побыть фаворитом, дал все возможные рычаги, потом попытался вылезти из них, показав при этом то, что ему очень тяжело. Это надо только у них спрашивать, у Ларата, что это было на самом деле. Может, это было проявление какого-то уважения к Ларри, даже не знаю, может, Ларри действительно настолько силен. Так, в целом было эффектно. Нам тоже кажется, что Лорат выдал Ларри небольшой аванс. Было бы интересно посмотреть спарринг Ларри с более равным ему соперником.
Ну, например, с рекордсменом мира в строгом подъеме на бицепс Низами Тагиевым. Larry, set me location. Come on. Что же касается Дениса, то он прокомментировал для нас еще одно видео. А мы спросили у него, что он думает о новом герое Ютуба Андрее Смаеве, большой репортаж о котором недавно вышел на канале Андрея Луценко. Ну, простой деревенский парень, которому нужно, наверное, пробовать себя, если это, конечно, ему интересно. По глазам видно, что-то у него желания особого нет, это какое-то ощущение для себя делает. Но, видно, одаренный парень, старается. А как думаешь, почему такие ребята не выступают? Ну, я не знаю, таких много на самом деле. Бывает, стесняются. Потому что прям видно, что он такой застенчивый, стеснительный. Надо какого-то тренера, который его, видимо, за руку приведет. Боится там ошибиться, может, боится что-то сделать не так. Так тоже бывает. Потому что он прям такой. Надо его силком. Согласимся, именно на соревнованиях можно понять реальную силу атлета. Эту историю подтверждают и наши наблюдения за выступлением некоторых медиагероев на недавнем чемпионате Европы у Кирилла Сарычева. Вес нельзя, пока. Так вот, ни Алексей Мокшин, ни Александр Фанта, ни, как мы понимаем, Алексей Столяров, с которым соревновался Фанта, выйдя на помост, так и не смогли показать свои тренировочные килограммы. Но разные это вещи – жим на тренировке и жим на соревнованиях. Нужно было просто делать все, ну как-то заранее все продумывать, знаешь, а не звонить там мне, например, за 4-3 дня до соревнований. Блин, а как ты думаешь, как лучше там сделать то, как это? Ну, надо как-то быть более продуманным, ну, заранее, соответственно. Тренировочный процесс и подводку, все, вот эти все моменты. 170 зажали легко, но чуть-чуть оторвал жопу, потому что техники-то опыта нету. Не засчитали. И мы пошли ва-банк сразу 175 на мастера спорта. А стало жать, и у меня плечики чуть ушли. Короче, не важно. Короче, ты проиграл Алексею? Ну, формально, да, но мы не считаем, что проиграли. Он пожал 162. А 170 очень легко зашла, поэтому мы даже не стали мелочиться. Да не важно, короче. Все нормально, все. Важно, все, что не важно. Нам понравилось. Я сделаю так, что будет важно. Все отлично. Пойдем сейчас сразу на камеру пожмем еще 170, чтобы все знали. В следующий раз мастера возьмем. Следующего раза не будет. Не будет. Зато мы с прессом. Всегда. Но об этом мы поговорим с вами в другом выпуске. А сейчас давайте про Дениса. Начинается новый день, и машины туда-сюда. Мне кажется, ты стал жестче. Да, я жестче стал. То есть я, в принципе, это я еще так стартовал так, вторым номером. Могу жестче. Это с пацанами на тренировке так уже отрабатываю. То есть именно с выставлением старта. И первым номером, когда работаю, прям так хорошо получается. Опять же, насколько реально крут Денис, может показать только его декабрьский армфайт с кем-то из топов. Нам же сегодня остается следить за его спаррингами и анализировать его прогресс. Ну, если он есть, конечно. Стал пожестче и прям поувереннее, максимально жесткие углы. Но есть лазейки еще, куда можно там подцепить немножко пальцы, там попытаться, да, а вот именно если прям его движение, прям вообще сейчас без вариантов. Если раньше можно было там где-то чуть-чуть, вот хотя бы там миллиметрик придержать, то сейчас это вообще без вариантов. Такое ощущение, как будто скала на тебя падает. Оснований не доверять Сергею у нас нет. Раз говорит, что Денис как скала, значит как скала. Но все-таки спарринг с кем-то из топов мы для Дениса организовать попробуем. И вот на этой интригующей нотке мы и закончим наш сегодняшний выпуск. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео со своими товарищами по качалке. Это важно. А мы прощаемся с вами. До скорых встреч!